Правило номер 0 и начало обучения любой дрессировки с любой собакой, при этом неважно, у вас попался новый маленький щенок или наоборот вы уже взяли взрослую собаку, это формирование распорядка дня. Тот самый график, от которого зависит полностью ваша жизнь и жизнь вашей собаки. Важные факторы, которые нужно всегда знать и понимать. Средний статистический сон у собаки 16 часов. Средний статистический сон у человека 8 часов. То есть собака примерно в 2 раза больше, чем мы, спит в сутки. Это важно понимать при формировании графика. То есть вы высыпаетесь только ночью, среднестатистически также 8 часов, а собаке нужно также и днем отсыпаться какой-то промежуток времени. Сразу первый вопрос, к которому мы утыкаемся, а когда собаке спать? Основной принцип распорядка дня в том, что собаку учим спать всегда после кормления. То есть до кормления мы занимаемся, играемся, бесимся, веселимся, тусуемся, гуляем, отрабатываем упражнения, игры, все что угодно. После кормления собака отдыхает, мы ее не трогаем. Это основа приучения собаки к вообще в целом графику целиком. Активность до кормления и не трогать собаку после кормления также важен с ветеринарной точки зрения, потому что нельзя играть, бегать, заниматься активными видами взаимодействия с собакой после кормления. И поэтому мы закладываем как раз-таки привычку. Собака поела, и мы даем ей отдыхать, то есть даем ей высыпаться. Это самое важное, ключевое и самое необходимое. Те, кто говорят, что после кормления собака хочет в туалет, запомните, новая еда старую не выталкивает. Это не так, что в трубу заталкиваете тряпки и сзади грязные тряпки начинают вываливаться. Это не так устроено. Для переваривания в процессе нужно минимум 12 часов при нормальной работе желудочно-кишечного тракта. А то и 24, и бывает опять же индивидуальные особенности. Но это в любом случае долгий промежуток времени. Не сразу у собаки старая еда начинает выталкиваться. Поэтому туалет к кормлению относится лишь косвенно, напрямую никоим образом. Было видео на канале «Причины туалета», было видео на канале про приучение к туалету отдельно. Сейчас на этом вопросе останавливаться не будем. Но если была активность до кормления, собака в это время исходит в туалет. Организм просыпается, бодрствует, активничает, бесится, веселится. И в это время как раз-таки увеличивается вероятность мочеиспускания и дефекации, то есть во время активности и пробуждения, а не от того, что собака поела. Это не так работает абсолютно. Многие почему-то даже недооценивают важность графика. График решает 3 ключевые проблемы. Это хождение в туалет, это активность собаки в течение дня, и это привязанность собаки к человеку. То есть, если собака у вас бесится, бесогонит, что-то грызет в течение дня, у нас проблема с графиком 100%. Это может быть и от привязанности, и от скуки, то есть неконтролируемой активности в разное время, но это решается в первую очередь именно графиком и распорядком дня. Поэтому график — это то, с чем вы живете с собакой. Важно. Это не означает, что нужно кормить собаку минута в минуту или давать собаке определенное четкое квадратное количество времени утомления и взаимодействия. Это может быть погрешность большая даже в течение часа. В сутки нам нужно уделять на собаку внимание 3-4 часа примерно. Опять же, есть время больше — на здоровье, но через силу из себя выжимать больше 4 часов категорически нельзя. Вы сами будете от этого еще больше беспокоиться и опять же, возможно, даже срываться на собаку. Поэтому не надо утомлять собаку или пытаться уделять на нее внимание больше 4 часов. Но если у вас есть время и возможность, на здоровье занимайтесь собакой дольше, вам никто не запрещает. И наоборот, если вы уделяете внимание на собаку меньше 3 часов, собака будет маяться от скуки, сходить с ума и беситься в неположенное или неправильное для этого время. Здесь важно уточнить, что бывают такие случаи, когда человек уделяет 3-4 часа собаке, вроде бы должно хватить, но собака все равно не устает. Тогда нужно пересмотреть качество этого взаимодействия. В активности мы подразумеваем в первую очередь умственную нагрузку, чтобы собака думала, понимала, слышала вас, выполняла команды, знакомилась с чем-то новым. Именно мозг является самым энергозатратным ресурсом в организме собаки, точно так же, как и у человека, потому что нужно адаптироваться ко всему. Самое ключевое, из чего состоит график, это кормление, до которого мы занимаемся, играемся, бесимся, веселимся, и после которого мы никак не трогаем собаку. В этот момент многие спрашивают, что прям вообще не трогать? Вообще. Потому что если вы хотя бы немного посмотрели, погладили, поиграли, вы только оставляете собаке предвкушение, что с вами иногда в некоторые моменты можно позаниматься, поиграться, побеситься. Действительно, когда собака взрослая, маленькое ваше поглаживание ее не перевозбудит. Собака просто, даже если глаз откроет, скажет, ну и
ладно, все нормально, хорошо, сплю себе дальше. Но молодой щенок, молодая собака часто от вашего маленького взаимодействия еще больше перевозбуждается и появляется опять замкнутый круг. Вы хотите научить собаку с одной стороны успокаиваться и спать дома, но с другой стороны сами приучаете ее, что за вами нужно ходить, за вами нужно бродить, и иногда рандомно вы сами выдаете вот это взаимодействие в течение дня. Поэтому еще раз, мы определяем именно кормление, до кормления занимаемся, бесимся, играемся. После кормления не трогаем собаку. Про количество кормлений тоже есть отдельный выпуск. Я не буду сейчас точно на этом останавливаться, но вот про время кормления уточню, что при 4 и 3-разовом питании мы кормим собаку максимально поздно перед сном. То есть последнее кормление в сутки прямо перед вашим сном, потому что именно оно формирует привычку идти отдыхать вместе с вами после кормления. Важно, это не означает, что нужно ложиться минута в минуту. Сегодня вы легли в 12, окей, покормили собаку, ну там примерно, опять же, за полчаса до вашего сна имеет место быть какой-то диапазон погрешности. Но об этом уже, вы знаете, вы сами должны определяться, сколько времени вам нужно на подготовку ко сну. Ну и давайте прямо честно говорить, собака тоже не возле миски ляжет спать. Она пойдет, еще походит, попьет, что-нибудь понюхает, где-нибудь в окно посмотрит и только потом ляжет спать. Если вы ложитесь в 12, вы кормите собаку в 12. Легли в 2 часа, покормили в 2 часа, ложитесь в 9, кормите в 9. То есть во сколько бы вы ни ложились, отсюда начинается отсчет вашего человеческого среднестатистического 8-часового ночного сна. Всегда мы еще к этим 8 часам прибавляем 1 час на подъем и отбой. То есть у вас есть время для того, чтобы умыться, потом время проснуться. Поэтому 9 часов ночного отдыха любая собака выдержит без проблем. Но как мы уже знаем, это всего лишь половина потребности времени для собаки, для отдыха. И лишь половина времени, сколько ей действительно нужно в сутки спать. Часто я слышу такое, что покормили собаку за 2 часа до вашего сна. И собака, конечно, либо высыпается и ночью начинает беситься, или утром вас рано будет. Либо наоборот, она поела и еще 2 часа продолжает бегать, беситься. Тогда формирование привычки отдыхать на сытый желудок не будет у собаки. А поверьте, это самое важное. Так же, как мы со взрослыми своими собаками живем. Покормили собаку, и собаки знают, все, дальше не будет ни игры, ни занятий, ни веселья, ни прогулки, ничего ровным счетом. Опять же, про форс-мажорный туалет я рассказывал в видео про туалет, сейчас останавливаться на туалете полностью не будем. Но если вам нужно во время отдыха коротко вывести в туалет, это не должно превращаться в прогулку. То есть, опять же, активности нет. Во время отдыха после кормления вы вообще никак не трогаете собаку. Никоим образом не взаимодействуйте с ней. Не смотрите, не говорите, не гладите. Никакого взаимодействия быть с собакой не должно. Ну и наоборот, на контрасте с этим обязательно нужно давать сильную, полноценную, утомительную активность перед кормлением. И еще раз уточняю, среднесуточная норма активности не меняется. Вы что, кормите собаку 4 раза в день, 4 раза по часу? Что 2 раза в день, 2 раза по 2 часа? В приоритете, конечно, всю активность проводить на улице, потому что в это время собака будет больше отвлекаться на окружающую среду, и в это время мозг будет получать большее количество новой информации. Но если нету такой возможности, не переживайте, вы можете позаниматься с собакой и дома в том числе, и поиграть, и поотрабатывать команды, научить ее контролю тела, поделать какой-нибудь док-фитнес. Много чем можно заняться дома с собакой в это время, но важно объяснять собаке, что в это время вы про нее не забыли. Вы ей уделяете внимание и время. Даже параллельно, если вы занимаетесь своими делами и параллельно возвращаетесь к собаке, это тоже будет своеобразное утомление. Возможно, его надо тогда увеличить, но опять же, вы уже должны смотреть по ситуации, обстановке себе и собаке. И наоборот, во время отдыха вы вообще никак не должны трогать. Есть 3 вещи, которые мы можем делать во время отдыха собаки после кормления. Первое — это коротко гигиенически выводить в туалет. Бывает такое, форс-мажоры, расстройства. Маленький щенок, вы формируете привычку выходов на улицу. Окей, коротко выйти в туалет — это то же самое, что вы дойдете до туалета. Это не становится путешествием и приключением. Это короткий гигиенический выход. Второе — это команда «брысь, кыш, пошел вон». Но здесь сомнительно, насколько это уместно с самым маленьким щенком. Не самая важная необходимая команда для начала выработки. И третье, что мы можем делать, это, конечно, запрещать плохое поведение. Многие рекомендуют в это время клетки, вольер, еще что-то подобное. Я же рекомендую оставлять собаку в открытом доступе, потому что тем самым вы формируете у собаки привычку, как находиться и как вести себя в открытом пространстве. Если вы в дальнейшем понимаете, что вам не нужна клетка для жизни с 6-летней собакой, то зачем вы сейчас тратите время на приучение клетки? Вам важнее, наоборот, приучить
комнате, приучить к тому пространству, где вы находитесь с собакой. Если во время отдыха ваша собака сама просыпается, это нормально, ничего в этом страшного нету. Сон у собаки часто разбит на маленькие блоки. Собака проснулась, пошла попила, перелегла в более удобное, в более прохладное место. Даже если она ходит за вами, это нормально. Отстаньте от собаки в это время. Главное отстать от нее, не трогать, не взаимодействовать. Если в это время собака хватает игрушку, начинает играть, никак не подыгрывайте собаке, ни в коем случае. То есть ваша задача сформировать привычку к одиночеству. Вас в это время для собаки нету, не существует. Вот это и есть обучение к одиночеству, к отсутствию привязанности собаки. Для профилактики вы это делаете или для отучения, не имеет значения. Максимум, что вы можете сделать, это позапрещать плохое поведение. Бывает, собака хватает игрушку, пытается игрушкой потрепать, вы не обращаете на нее внимания, и она начинает привлекать намеренно ваше внимание другими способами взаимодействия. В это время вы приходите, запрещаете это поведение, останавливая его. То есть собака тянется кусать что-то, вы подаете запрещающую команду прямо издалека. Если собака не останавливается сразу же, вы бежите и останавливаете собаку. У меня было видео правила запрещающей команды. Пересмотрите обязательно, если у вас проблемы с запретами. Правила не меняются. Могут меняться детали, ситуация, обстановка, но правила остаются железобетонными всегда. Поэтому запреты мы подавать можем. Это не взаимодействие, это не игра и не занятие. Бывают такие моменты, что собака просыпается после длинного промежутка отдыха, и у вас есть предположение, что собака у вас в это время немного голодная. Поэтому активность можно начать прямо с отработки команд. Ну, понятно, если вы приучаете к улице, сначала нужно вывести на улицу, но, как я уже говорил, про туалет слишком много видео на канале, чтобы сейчас на этом останавливаться. Но если вы знаете, что собака голодна, вы можете покормить собаку, отрабатывая команд. Этого объема корма недостаточно, чтобы сильно набить желудок, и собака чувствовала дискомфорт, а то и вероятность заворота желудка была увеличена. Но при этом собака не будет чувствовать сильный голод. Мы даже со своими собаками так часто делаем. Начинаем активность с того, что мы отрабатываем команды. То есть вы можете даже взять обычный корм, вот порционная норма кормления, допустим, у вас там 100 грамм в сутки, 33 грамма за раз. Взять 12 какие-нибудь грамм, поотрабатывать команды, а большую часть обязательно дать с миски. Некоторые рекомендуют давать полностью все кормление только с руки. Я категорически это не приемлю, потому что формулировка «покушали с мисочки и валим спать» — это самая важная привычка, которой мы формируем поведение собаки. Помните, график решает три ключевые проблемы: туалет, активность неконтролируемая и привязанность собаки к человеку. Если соблюдать график, большая часть собаководческих проблем проходит. Остаются вопросы по графику, задавайте в комментарии. Также напишите под цифрам, какой у вас график, во сколько вы просыпаетесь, активность, кормление, во сколько вы ложитесь и во сколько там у вас корм. Или остаются вопросы, тоже задавайте, стараемся на все отвечать. Помните, ребята, все в ваших лапках. Пока.